Wow! Is it enough? Всем привет и добро пожаловать. Всем привет, добро пожаловать на новый влог. И как всегда я начинаю одинаково в целом влоги. Как вы поняли по названию видео, мы едем в Будапешт. Едем мы с моим молодым человеком. Are you excited? Yes. Так, мы приехали только что на вокзал Будапешта, и первым делом мы взяли билеты на транспорт, то есть можно взять вот таких вот фиолетовых автоматах, но там много очереди. Мы решили взять просто через приложение, скачали приложение Budapest Go и взяли на 3 дня, то есть можно безлимитно кататься и на автобусах, и на трамваях, на метро и так далее. Вот, там есть и на 1 день, на 24 часа, либо на 3 дня и так далее, и так далее. И сразу с вокзала мы направились в центр города на метро. И, кстати, интересный факт, в отличие от Вены, в Будапеште в метро реально проверяют билеты, поэтому обязательно берите либо бумажный вариант, либо электронный. Простите, мы только что вышли в город из метро, вот буквально выход. Вы только посмотрите, это бридж. Здесь очень много этих, не знаю, не сакура, как называется? Excuse me? Вау! И первая локация, куда мы зашли, это Централ Маркет Холл. Я бы сказала, что это такая настоящая изюминка культуры Будапешта. Это один из самых популярных рынков, и он просто огромный, двухэтажный. Здесь можно найти вообще все: местную еду, продукты, одежду, и, конечно, было очень-очень много сувениров. Мне в целом понравилось, что там было не только туристы, но и сами местные, и из-за этого атмосфера была такая легкая, очень живая, и даже просто походить, погулять там уже было очень-очень интересно. И после этого мы пошли пешком до нашего отеля, он как раз был в центре города, и по дороге гуляли по мосту, и у меня почему-то сразу возникли ассоциации со Стамбулом. Кстати, если что, у меня есть влог из Стамбула тоже, можете посмотреть. И вообще Будапешт, как и Стамбул, делится на 2 части, как левый и правый берег, но в Будапеште это Буда и Пешт. Вот здесь вот какие-то голые люди собрались, вам видно или нет? То ли это бассейн, то ли что? Может, джакузи? Вы когда-нибудь видели Art Toilet? Да. Ему очень интересно. Так, мы пришли в наш отель. К счастью, нам сказали, что можно уже заселяться раньше, чем обычно. И давайте... Ой. Рум-тур-чек. Вау! Look at this! Здесь мы видим шкафчики, кофемашина. Is it free? Coffee? Hello. Probably. Здесь у нас телевизор. Вау! Все золотое, как у казахов. Вау! Look at this! Ой, это реально как ою, как казахские эти национальные символы. I like it. И это у нас душевая. Вау! Халат. Все как надо. Это у нас шаугель. В общем, что-то на фэнси выглядит.
close. I'm hungry. Me too. Let's go and eat. Let's go. Так, мы уже заехали в отель. Нам сказали, что комната свободная, поэтому можно раньше сделать чек-ин, регистрацию. И мы пришли оставить наши вещи и выйдем сейчас гулять. Жду, пока он выбирает, где покушать. У меня сегодня аутфит студента. That's the problem. Oh my gosh. Then let's go to 26. Unless they have delicious strudel. That's not strudel, but strudel. Do you understand me? Mm-hmm. I understand you. After this, we should find somewhere in the sun. Where what? After we eat, we should find somewhere in the sun. Мы пришли в один local ресторан. Мы увидели его вчера в Ютубе у одной пары, которая тоже путешествовала по Будапешту. Они сказали, что это место просто очень вкусное, типа локальное, где обычно local люди ходят кушать. Вот, и мы решили тоже прийти. Yes. Thank you. Это как у нас в Казахстане, я не знаю, как она называется. Вау, мы такое ели в Сандыке. Let's try it. Ooh. Hey, can I get your number? Sorry. Oh, sorry. Мы пришли в парламент. Вау. Это очень красиво. Это место мне напоминает Турцию, потому что Стамбул, как и Будапешт, тоже делится на левый берег и на правый берег. И Будапешт тоже делится на Буда и Пест. И сейчас мы находимся где вот Пест, а там вот Буда. И мы сейчас хотим просто пройтись по бридж. Вон там вот, как называется уже по-русски бридж? I don't remember the word. Bridge. Because they don't really know what it is. Yeah, I The understand. only thing that, like at the Italian one, thinking, okay, she wants it cold, so put ice in it, instead of doing the espresso, cold water, and then shake it with ice. But still, how? Ice Americano. It is ice Americano. Wow, that's so beautiful. Такая смешная история получилась. Я, заказала айс американо. И я знала, что в Европе не умеют готовить айс американо, и в целом это не так популярно, как в Корее. И мне сделали американо, получается, горячий американо, и там положили сразу 2-3 штуки льда. И в итоге лед, конечно же, растворился. Я не поняла, это горячий американо, либо айс американо, потому что айс американо должно выглядеть примерно вот так вот. И я потом попросила, типа, вот я заказала айс американо, можете, пожалуйста, переделать, либо там положить просто очень много льда, и я потом просто
вылью американо в другой кап. И, в общем, они меня до конца не поняли. И потом, короче, попросила просто положить туда очень много льда. И, в общем, получилось не так, как я хотела, но все равно это было очень смешно. Я не хотела как-то кого-то сильно тревожить, но барменша чуть-чуть как будто бы стрессанула из-за меня, но вот. Мне кажется, лучше, когда вы один день гуляете по Песту, где сторона Пест, и на следующий день можно вот приехать на Будда сторона. И вот, например, мы только что были вот здесь примерно, можете прогуляться по Village, я не знаю, как называется, и там еще у нас Кастл, вот здесь вот, там еще есть библиотека тоже какая-то популярная, и музей. В общем, можно потом на следующий день вот здесь вот погулять. Мы нашли какой-то рандомный парк, и здесь просто никого, вот просто буквально мы и еще несколько людей, но вы только посмотрите. И мы гуляем просто. О, здесь еще отель Хилтон. No, you're the beautiful, cleanest girl in the world. Is it enough? Or have to use shampoo, you think? You go take shampoo as well. Когда у тебя зализанная прическа и тебе нужна только свежая челка, вот так вот. Вспомнила, как в детстве я тоже вот так вот в школу собиралась. Было лень просто мыть голову и просто мыла вот так вот челочку. И это все вот так вот сейчас мы высушим. Пожалуйста, не падаем. Ребят, не падаем, пожалуйста. Мама мия. Уже страшно. У меня буквально 10 минут, чтобы быстренько собраться и освежить мейкап. Так, мне нужно сделать мейкап, который будет у меня весь вечер, потому что мы сейчас собираемся в ресторан. И необычный ресторан, это мишелинский ресторан. Кто не знает мишелинский ресторан, можете посмотреть, потому что я никогда в жизни не знала до того, как я встретила своего парня, что такое мишелинский ресторан. Я впервые в своей жизни собираюсь в мишелинский ресторан. И я очень сильно в предвкушении, я никогда в жизни не ужинала, никогда в жизни не была в мишелинском ресторане, только была в рекомендованный мишелинским. Ребята, мне есть что вам сказать, но чуть попозже. Мы сейчас пришли в очень красивый ресторан, как я уже говорила, в Мишелин ресторан. Вот моя любовь. Ресторан выглядит вот так вот шикарно. И что очень необычно, из-за того, что это такой крутой фэнси ресторан, здесь сервис просто на высшем уровне. И когда они начинают разговаривать, я чувствую себя неловко, потому что ты не часто приходишь в мишелинские рестораны, и я не знаю, как себя вести, но это было максимально офигенный сервис. И да, ребята, я сказала да. Как вы поняли, мой молодой человек сделал мне предложение чуть раньше до ресторана. И после этого момента для нас этот влог и будапештский трип и вообще все, что было в этом путешествии, стало особенным. И после предложения я очень много снимала в ресторане, но мало что комментировала. Поэтому я решила сделать вот такую вот аудиозапись, чтобы сохранить этот момент, потому что в первую очередь это наши воспоминания, и мне очень хочется сохранить
выразить мои какие-то вот эмоции. Во-первых, нам все очень понравилось, все было очень вкусно, интересные вкусы, но мы потом поняли, что с моим женихом, что нам ближе более насыщенные, более прям такие яркие вкусы, нежели чем мягкие, потому что в этом ресторане все блюда, которые подавались, были больше мягкими и более нежными. И не потому, что там что-то невкусно, а просто, скорее всего, это стиль повара и самого ресторана. Ну и во-вторых, на удивление, оказывается, нравятся белые вина. Я всю жизнь думала, что я больше любительница красного вина, но нам подавали разные белые вина под разные блюда, и все они мне понравились. Я была очень даже в шоке. We filled it with some grapefruit cream, and the caramella is the sides outside. And on top you will find a milk and The orange one was really tastes a lot. What is this? I don't know what's so powerful. One of it is like really like, yeah, super stuff. I like this much more. I think this is my favorite so far. So, нам порекомендовали сперва съесть вот это вот. Выглядит как камушек. It's really like a stone. Sugar, white chocolate, and something. Трюфельный белый шоколад. Ну вот прям, как сказать, вкус прям такой насыщенный и такой, как будто выстреливает. Не знаю, как это объяснить, но очень вкусно. The second one is this one, right? It's a Raffaella, но улучшенная версия. Выглядит вот так вот. And the third one, something like a ice cream, chocolate. Very good. Я прикалываюсь, что мне кажется, они не умеют пользоваться вот такими вот тарелочками. Их обычно у нас используют вот так вот, они вот так вот. И как мы закончили с основным курсом блюд, нам еще дополнительно принесли вот такой вот милый тортик, который заказал заранее мой жених для особого случая. Please enjoy your special cake. Congratulations again. Мы только что приехали домой, в отель, и заказали в номер шампанское, чтобы чуть-чуть сами отпраздновать. После ресторана мы прогулялись и потом вернулись в отель. И уже перед сном мы сами праздновали в отеле. Мой жених заказал шампанское, это либо sparkling wine. И вот так вот мы завершили наш день. Всем доброго утра. У меня просто нет времени просто сесть и рассказать все. Я вчера целый день просто ходила, нужно это рассказать, нужно это рассказать, еще нужно это рассказать. Просто разные впечатления, разные эмоции, разные события происходят. И сейчас у нас 9 утра, 9 с чем-то утра. Трульс уже ушел вниз, потому что ресторан этого отеля тоже является мишелинским, но не стар, то есть без звезды, но рекомендованный. Тоже какой-то крутой ресторан. И нам сказали, что обычные места почти не бывают по утрам, поэтому он встал, оделся и первым делом пошел занимать место на завтрак. Вот. Он дополнительно еще взял завтрак, он очень хотел прям попробовать их ресторан, потому что многие говорили в отзывах, что типа вот. И мне кажется, уже все поняли, я вчера это снимала. Вчера я не так много снимала, не хотелось как-то сильно зацикливаться на камере, на съемках. Я хотела просто побыть вместе с моим женихом. С моим женихом. И мне кажется, у нас получилось. Мы просто весь день, весь вечер провели время вместе.
Вот, и сегодня у нас последний день в Будапеште, вечером мы к 6 уже обратно уезжаем в Вену. Так что... Вот так вот выглядит ресторан. Обычно мы не особо любим завтраки в отелях, но у этого ресторана были очень хорошие отзывы, как я уже ранее говорила, и мой жених очень сильно хотел попробовать. И честно, нам очень даже реально понравилось. Кажется, это реально мой первый по-настоящему вкусный завтрак в отеле. И в целом ничего супер необычного, все было как обычно, йогурты. И, кстати, ощущение, что они были домашние. Разные виды хумуса, виды молока, хлопья, гранола, тоже домашняя гранола, сыр, колбаски. Были еще какие-то горячие блюда, но я обычно не ем такое на завтрак. В общем, все базовое, но более качественное. И за счет этого было очень вкусно. Нам реально понравилось. 10 из 10. Сейчас мы хотим позвонить родным и заснять их реакцию. Шикарно. My love is... Мы сейчас на стороне Будды и пришли к дворцу. И небольшой лайфхак для тех, кто хочет подняться наверх. Прямо перед дворцом есть вот такой вот фуникулер. Стоит 13 евро с человека, если не ошибаюсь, и поднимает буквально за пару минут. Это, конечно, интересный опыт, но если вы не хотите, слева от фуникулера есть бесплатный эскалатор, или можно подняться по вот такой вот лестнице. И этот молодой человек хочет подняться через лестницу. Уи. Вау, ребята, как это красиво! Мы, в общем, поднялись вот отсюда примерно, вот снизу, и там где-то вот мужчина стоит и всем подсказывает, чтобы все поднимались не оттуда, а вот здесь есть вот дверь, чтобы вот так вот поднялись, и сначала вы начинаете, получается, вот отсюда, вид такой красивый, потом дальше можно вот так вот пройтись, и дальше вот там дворец, там дальше еще какой-то фиш, что-то, где мы вчера были, ну, в общем, можно... Вау, видите, вон... Я не знаю, почему он это делает, но он всем подсказывает, чтобы мы все проходили вот через эту дверь, что так намного лучше вид открывается, ну и так далее, короче. Я не знаю, почему он это делает, но здесь реально очень красиво. Вот у нас дворец. Здесь бар, ресторан, кафешки. Люди сидят, фотографируются с видом. На улице очень жарко, и я из-за того, что солнце, вот так вот все время хожу, шурюсь. I can see like this. It's not that beautiful. Просто эта штука моим ростом. Мы сейчас пришли пообедать, хотела бы поужинать сказать. Hungarian snack mix. So, can you tell me about, did you like Hungary, Budapest? Some comments, please. I really like Budapest. It's similar to Vienna, but a very different vibe, especially with the river spreading. Oh yeah, that's true. But yeah, we didn't really explore that much, like other than the main tourist attractions. So yeah, I would love to see more local areas as well, because mainly around tourists. Okay. Do you wanna back? Yes, definitely. That's good. И вот, мы вчера гуляли по этой уличке, и здесь очень много ресторанов, и везде открытые летники, и это очень красиво. В целом уличка такая живая и очень красивая. И мы сюда вернулись, решили покушать здесь сегодня, потому что скоро нам уже возвращаться обратно на вокзал.
Wow, look at this size. Боже. Wow, you have it with bread? What? Thank you. Wow. И я снова заказала гуляш, потому что вчера это было очень вкусно. Еще подается с хлебом. I go like this, I'll eat later. Вот это вот очень популярно, мы везде это видим, но из-за того, что мы вечно сыты, не могли вчера взять. И сейчас, даже если мы поели очень плотно, мы хотим одну штуку взять, попробовать. Выкинули, потому что очень сухая булочка была. Ну, единственное, что мы поели, это мороженое за 10 евро. И не знаю теперь, что делать. Мы сейчас забрали вещи из отеля, и сейчас мы поедем на трамвайчике. Where are we going? Where are we going? Market Hall. Окей, Market Hall. Потому что вот эти вот желтые трамвайчики, они такие сладкие. Мы не катались на них и решили взять... Ну как взять? Решили прокатиться на них до маркет-холла, потом, не знаю, там посидим в баре, в кафешке где-нибудь, и потом уже через час примерно направимся в вокзал и уже обратно в Вену.